Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до столиці України Києва. В цей же час на Росії заявили, що під обстріл потрапила атомна електростанція в Курській області. В цьому вони звинувачують, звісно ж, Збройні сили України. Ну і Байден заявив, що уряди США та Ізраїлю зараз обговорюють спільний удар по іранським нафтовим об'єктам. Про це та інше будемо говорити в прямому ефірі з нашим гостем. Це політолог зі Сполучених Штатів Америки, а також екс-керівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Господин Юнус, здравствуйте. Вітаю вас, дякую за запрошення. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Хочу напомнить нашим зрителям, что это прямой эфир, поэтому, пожалуйста, будьте активными, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, спрашивайте и делитесь нашим разговором. Это очень важно, потому что так работают алгоритмы YouTube, и больше людей смогут понимать, прослушав этот разговор с господином Юнусом, что происходит в геополитическом плане в мире. Господин Юнус, давайте, наверное, начнем с того, что новый генсек НАТО прибыл уже на третий фактически день своего пребывания на посту в Украину. Марк Рютте встретился с Владимиром Зеленским, сказал, что Украина для него будет приоритет. И что важно, сказал, что вот 12 числа в Рамштайне состоится съезд, и там будут не министры обороны, а главы государств, в том числе и Джо Байден, что очень важно. И он сказал, что там будут проговаривать возможность ударов западным оружием ВСУ по территории Российской Федерации. И сразу бы хотел, господин Юнусов, акцентировать, что если Байден едет на Рамштайн, очевидно, что должны быть какие-то серьезные решения, потому что просто приехать и уехать, не огласив ничего, зачем тогда ехать? Ну да, логично, зачем тогда ехать. Вот. Теперь, что касается приезда генерального секретаря, нового генерального секретаря, бывшего премьер-министра Нидерландов Рютте. Это Рютте, это большой, так сказать, опытный политик, он уже больше всех был премьер-министром Нидерландов. Нидерланды – это одни из своих ближайших ваших союзников в Европе. И поэтому с первого дня этой войны мы помним, как он вел себя довольно достойно и очень хорошо. Вот, наряду с несколькими, так сказать, ключевыми политиками коллективного Запада. Он и всегда поддерживал как раз-таки нынешнего руководителя Евросоюза, я имею в виду Урсулу фон дер Ляйен, поэтому это очень важный момент, когда лидер Евросоюза, лидер, новый генеральный секретарь НАТО, они как раз-таки на правильных проукраинских позициях. И то, что свой первый визит он совершает именно в Украину, это тоже очень хорошо, символично, политически правильно. То есть это, так сказать, и для информационного общего фона очень хорошо. Вот. Те заявления, которые он делал до этого, они, я думаю, будут соответствовать тем же заявлениям, которые он будет делать сегодня. Естественно, другое дело, это дипломатия, это все-таки должность уже не премьер-министра Голландии, когда ты сам принимаешь все решения, а когда ты здесь вроде как менеджер. Да? Но опять же, на таких ключевых должностях менеджера, как руководитель Евросоюза или руководитель НАТО, это очень важно, чтобы были вот такого типа политики с большим стажем, опытом и проукраински настроенные. Вот. Что касается всех остальных вопросов, которые сегодня на повестке дня и которые требуют своего оперативного решения, конечно, сам факт того, что на этом Рамштайне, очевидно, будут не министры обороны, а будут как раз-таки лидеры, это тоже наверняка говорит о многом. А учитывая, что политическую обстановку в мире, и в первую очередь через призму президентской кампании здесь в Соединенных Штатах Америки, участие президента Соединенных Штатов Америки, напряженность здесь предвыборной кампании, непонятность и неясность того, кто может стать следующим президентом Соединенных Штатов Америки, в разы увеличивает значимость такого типа мероприятий. И поэтому я очень рассчитываю на то, что вот все то, что сегодня делает нынешняя администрация и их союзники в Европе, будет напрямую отражаться на
в российско-украинской войне, потому что, как вы видите, зашевелились буквально все информационные потоки, идут опять эти разговоры всякие глупые о возможных переговорах, то Китай, то Бразилия, то там утку какую-то бросают, что якобы Шольц собирается звонить. Это все мы регулярно слышали, и я регулярно все время вам говорил, никаких переговоров не будет. Могу еще раз повторить, чтобы лишний раз на эту тему и не говорить, и не тратить время. Никаких разговоров на серьезном уровне касательно переговоров не будет. И никакой саммит мира, как с украинской стороны, никакой другой саммит, как с китайской, там, с бразильской стороны, также не будут иметь никакого результата до конца этого года, пока идет эта война. А эта война до конца этого года будет идти точно так же, как и эскалация на Ближнем Востоке. Поэтому, резюмируя, могу сказать, что ставки повышаются с каждым разом. И то, что на место беззубого Столтенберга пришел бывший премьер-министр Нидерландов, я подчеркиваю, именно беззубый Столтенберг, потому что за все 10 лет его пребывания на посту он несет непосредственную ответственность за все то, что происходило на постсоветском пространстве и на вашей территории с 2014 по 2024 год. Поэтому что сделала НАТО в этой связи касательно того, чтобы как-то усилить Украину? Или они только сейчас увидели, что Украина возможный союзник? Так-то Украина уже с 2008 года стоит у дверей того же НАТО и стучится. И никаких телодвижений не было сделано. А то, что за эти 2,5 года, особенно во второй ее половине, и перед тем, как уйти с этой должности, Столтенберг стал красивой песней петь, это ни о чем не говорит. Поэтому политической воли у того или иного лидера, это очень важно. Даже если это человек, который возглавляет такого типа структуру, которая требует согласования позиции, это общей. И поэтому не удивляйтесь иногда, когда на такие должности стараются брать людей ни рыбы, ни мяса. А вот тот же Гутиерреш в Организации Объединенных Наций, если, и так же, как и, которые были и до него, потому что это согласовывается в первую очередь с 5 постоянными членами Совета Безопасности. Также и здесь, если мы говорим о генеральном секретаре НАТО, то в первую очередь это согласовывается с Соединенными Штатами Америки, а в Европе это согласуется с Германией, с Францией и с Италией в первую очередь, ну и Великобританией в том числе, да. Поэтому главное слово, опять же, остается за американцами. И если американцы дают добро, значит, и тот президент, который дает добро, значит, он будет идти в фарватере той политики, которая устраивает тех лидеров, которые дают добро этому. И в первую очередь добро на Рютте давал лично президент Байден. Поэтому здесь очень важно посмотреть, насколько должность премьер-министра Голландии будет отличаться от должности генерального секретаря НАТО, насколько Рютте сможет вот так грамотно остаться тем же человеком в нравственном плане, в политическом плане. Ну, а что касается в плане принятия решений, здесь очень важно иметь политическую волю. То есть, одно дело, ты думаешь о своем кресле, или же ты думаешь о решении задач. То есть, вот если он будет думать о своем кресле, как об этом думал и Расмуссен, как об этом думал Столтенберг, тогда никакого результата не стоит ожидать. А если он будет проявлять политическую волю, вот так же, как, например, Урсула фон дер Ляйен, она же за 30 лет существования Евросоюза, это первый чиновник, она не только женщина, а первый чиновник на этой должности, которая сегодня четко видно, что она лидер Евросоюза, и она руководит, и она разруливает, и она проталкивает ту линию, которой она лично придерживается, и она умеет это навязывать. Мало того, что умеет навязывать, она даже, видите, она сохранила свой пост в нынешней ситуации, потому что, значит, все понимают, что в нынешней ситуации очень важно, чтобы менеджером вот этой структуры под названием Евросоюз, вот такой взрывоопасной ситуации, был бы чиновник, который, есть же чиновники мирного времени, есть чиновники военного времени, они разные. Вот, например, ваш президент Зеленский сегодня, мы не знаем, в каком мирное время был бы президентом, да, но мы видим, что он президент военного времени. Поэтому из президента военного времени, это не обязательно военный человек должен быть, да, это просто есть люди, которые созданы для этого. Вот, поэтому надо посмотреть, как поведет себя сегодня премьер-министр
бывший премьер-министр Голландии, на чисто военно-политической должности, потому что, хотя премьер-министр Голландии это тоже должность политическая, конечно, в первую очередь, но если требуется решение военных каких-то задач, тот же министр обороны Нидерландов не может принимать какие-то решения, которые будут идти вразрез общей стратегии правительства той же Голландии. Поэтому военно-политическая тематика, она, конечно, ему знакома, и он опытный политик. Я очень надеюсь на то, что он понимает все то, что нужно сегодня в Украине, и в плане того, чтобы подготовить Украину к 2025 году на более сильные позиции, чтобы потом в перспективе, конечно, рано или поздно любые войны заканчиваются, и нужно будет, чтобы приходить к каким-то переговорам. Поэтому переговоров в этом году категорически не может быть, и давайте на эту тему вообще не разговаривать и не цитировать какие-то утки в тех или иных средствах массовой информации. Но то, что сегодня новый генеральный секретарь он приехал к вам, это очень хорошо. Я очень рассчитываю, что 12 числа на этом Рамштайне будут приниматься довольно важные и судьбоносные решения. По некоторым данным я слышу эти разговоры. Плюс я вижу, что уже озвучивается в публичной плоскости то, что Украина уже провела успешные испытания Сапсана, как они говорят, свои баллистические ракеты, которые могут бить намного дальше, чем тот же «Шторм Шедов». Вот, и поэтому это не просто так эти разговоры все идут. Это, я так понимаю, что-то вот готовится для того, чтобы нынешняя администрация наверняка осталась бы у руля. Поэтому если президент Байден хочет, чтобы Камала Харрис победила бы в этой кампании, он должен до конца своей каденции сделать очень много для Украины. Да, господин Инуси, также проговаривали с Марком Рютте Владимир Зеленский о том, что Рютте, конечно же, сказала, что Украина сейчас очень близка к НАТО, как никогда. Это понятно, да. А что Зеленский сказал, что опять он вспомнил крайний последний обстрел Израиля со стороны Ирана. Об этом еще с вами поговорим. И Зеленский опять задался вопросом, почему страны НАТО, которые есть на границе с Украиной, не могут вместе с Украиной совместно сбивать ракеты и дроны России, которые тоже теоретически есть угроза для условной Польши или Румынии или других стран. И он говорит о том, что просто-таки нет решений. А много инсайдеров говорят, что даже на встрече с министрами иностранных дел Польши он даже сорвался, и все чаще Зеленский в форме ультиматума, да, и в форме даже поднимая голос, говорит, что вы мало помогаете, вы помогаете не так, как обещали. Я не знаю, в каком тоне он с ними разговаривает, но то, что публично видно, что президент Зеленский и его команда, в первую очередь он сам, конечно, ведут довольно такую наступательную, жесткую внешнюю политику со своими союзниками в том числе. И с этой политикой считаются. Его последний визит в Соединенные Штаты Америки и то, что все трое, и действующий президент, и два действующих кандидата в президенты встретились с ним, несмотря на то, что даже всплеск эмоций был после посещения им завода в Пенсильвании. И даже тот же Дональд Трамп, экстравагантный кандидат, который, вы знаете, такой сложный человек, и несмотря на это, и несмотря на то, что вообще говорили, он не встретится, он вынужден был с ним встретиться по той простой причине, что, понимая и самого президента Зеленского, и то, что этот человек не будет молчать, и поэтому они вынуждены считаться с фактором президента Зеленского. Я даже сравнил бы эти два фактора сегодня, президента Зеленского и премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Это два политических лидера, с мнением которых сегодня в Вашингтоне вынуждены считаться. И они могут к ним по-разному относиться. Я имею в виду и Дональда Трампа, и Байдена. Они по-разному относятся, например, к Беньямину Нетаньяху. Да? Беньямин Нетаньяху – союзник Трампа и неприятель тому же Байдену, и той же Камала Харрис. Да? Он политический их оппонент. Поэтому
Но, несмотря на это, заметьте, как они с ним считаются, хотя бы по форме публично. А как они говорят, вот как мы в газетах читаем, потому что мы же это не слышим, и не вы не слышите, и не я не слышу. Просто я понимаю, что Нетаньяху работает на избирательную кампанию Трампа. И это не нравится нынешней администрации в Белом доме. Естественно, публично они это сказать не могут. Они говорят о том, что мы полностью поддерживаем Израиль. 3 раза он это повторил, я имею в виду Байдена. Вот, и Остин вышел также сказал, а газеты пишут, что они, например, совершенно другие вещи говорят. Ну, видно, что они не согласны с политикой Нетаньяху, да. Вот точно так же, ну, я имею в виду, он эскалирует ситуацию, а им не нужно эскалировать ситуацию. Но эскалируя ситуацию, он помогает тому же Трампу и Джей Ди Венсу спекулировать на израильской теме. А когда происходит что-то на российско-украинском фронте, вот точно так же здесь более сильные позиции у демократической администрации, и поэтому Джей Ди Венс вместе с Трампом они совершенно по-другому вели. Но при всем при этом они также вынуждены считаться с фактором Украины, с фактором президента Зеленского, и поэтому они также с ним все встречались и с ним разговаривали. А теперь, что касается, как это разговаривали, как это происходит, это оставим для журналистов. Я могу точно сказать, что президент Зеленский за 2,5 года придерживался одной и той же политики. И именно эта политика дала такой результат в плане того, что считаются. Они могут не любить, могут плохо относиться, но они считаются. Вот, например, Беньямин Нетаньяху сохранил свою должность по сегодняшний день, и, как вы видите, ни нынешняя администрация не может ничего сделать с этой ситуацией. Они вынуждены, наоборот, его поддерживать, потому что на кону кресло президента Соединенных Штатов Америки. И тут очень важно вот то, что вы сейчас сказали по поводу того, что озвучил президент Зеленский. Он правильно это говорит. И когда на дебатах вот этих кандидатов в вице-президенты Джей Ди Венс, когда началась же тогда единственная внешнеполитическая тема была, это как раз ближневосточная тема. Вот это то, что Иран запустил ракеты, и, ну, после ликвидации Насраллы. И вот это напряжение, которое возникло в последнее время на Ближнем Востоке. И поэтому, а украинская тема вообще не обсуждалась. Это что тоже символично, да? И, но только внешнеполитическая вот эта тема была. И когда задали вопрос на эту тему, что сказал Джей Ди Венс, он сказал, что у Израиля Израиль наш союзник, и мы, как союзник Израиля, не мешаем Израилю, а полностью поддерживаем его. И Израиль сам правомочен принимать решения, где, как и какими ракетами, и куда бить, и что делать. Да? То есть вы даете это право Израилю. Вы называете его своим союзником, что на самом деле таковым и является. Даже это официально они являются союзниками в рамках вне НАТО. Да? То есть это Израиль, это и Южная Корея, там, это и Япония, то есть еще несколько стран, которые такие, но самым на первом месте это Израиль. И Америка при всех президентах, демократов или республиканцев, она придерживается, потому что это закон Америки, закон внешней политики. Ну, если вы это делаете, ну, а почему вы это не позволяете в отношении Украины? Вы же тоже называете Украину вашим союзником. Плюс вы подписывали документы о гарантиях безопасности, вот, которые за последнее время там, Украина подписала с огромным количеством представителей коллективного Запада, да? Вот. И если вы подписываете эти документы, если вы публично с утра до вечера озвучиваете, что Украина ваш союзник, Украина будет рано или поздно в НАТО и так далее и тому подобное, если вы ее считаете частью западного мира, так а почему вы не говорите эти же слова? Тот же Джей Ди Венс не говорит эти слова, тот же Дональд Трамп не говорит эти слова в отношении Украины. И такой же вопрос, конечно, и к нынешней администрации, и к Байдену, и к Харрис, по той простой причине, если он ваш союзник, почему вы здесь ведете шаг вперед, 2 назад? Хорошо, вы критикуете Трампа, хорошо, вы критикуете Джей Ди Венса за их антиукраинскую политику. Здесь я с вами согласен. Но а почему вы сами не делаете того, что вы можете делать, то, что вы разрешаете делать тому же Израилю? Чем отличается суверенитет, территориальная целостность Израиля от суверенитета, территориальной целостности той же Украины? Если и те союзники ваши, и эти ваши союзники. Разница только в том, что там нету ядерной державы напротив Израиля, да, те, кто нападает на тот же Израиль, а Украина напротив ядерной державы. Так, а где же ваши принципы? Ваши принципы где-то останавливаются до какого-то предела, то есть это значит ядерная держава, значит можно глаза разрешать
захватывать территории, нарушать международное право, территориальная целостность, права человека и все, что хотите, да, все, что хотите, и вы ничего делать не можете, потому что у этой страны есть ядерное оружие. Тогда какие у вас претензии ко всему миру и ко всем странам, и к тому же Ирану, и и той же Северной Корее, которые стремятся заполучить это ядерное оружие? Потому что получается, защита от панацеи от всех бед в этом мире является ядерное оружие. Вот это вы ядерное оружие получили, 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности, старались, чтобы ни у кого их не было. Поставили себя вне закона. А теперь, видите, еще несколько стран их получили. И Индия получила, и Пакистан получил, Северная Корея получила, и у Израиля ядерные бомбы есть. Ни для кого это не является секретом. И еще несколько стран стремятся теперь заполучить эту ядерную бомбу. И если они заполучат эту ядерную бомбу, что вы будете делать в этой ситуации? А если завтра эта бомба, опять же, получится у того же Ирана, и они пульнут эти ядерные ракеты вокруг куда-нибудь, не только в Израиле, а очень много стран, которые сегодня в очень плохих отношениях с тем же Ираном. И как вы будете в этот момент реагировать? Тут уже, опять же, придется принципы как-то пересматривать. Просто принципы, они для всего принципы. И территориальная целостность, суверенитет, и демократия, и права человека, свободные, все, что хотите. Они должны быть универсальными для всего мира. И для постоянных членов Совета Безопасности, включая Соединенные Штаты Америки. И Международный уголовный суд в том числе. Все, что хотите. Но если это не так, какие у вас претензии к той же России, к той же Северной Корее, к Китаю, к Ирану, еще кому-нибудь, да, на планете? Вот, например, если мы хотим быть честными. Поэтому я согласен с президентом Зеленским, когда он сказал, что если вы можете сбивать все то, что летит в сторону Израиля, и это второй раз они продемонстрировали, в апреле сначала и сейчас, хотя это очень напоминает их особый договорняк какой-то между Тегераном и Вашингтоном, потому что столько ракет повыпускали и в апреле, и сейчас, и ничего не дошло, и никто не пострадал, и никто не погиб, да, с израильской стороны. Там вот в нынешней ситуации там, из 180 этих ракет там погиб один палестинец на палестинской территории, то есть в Израиле не произошло ничего такого. То есть и в апреле так не произошло. И заранее предупреждали, как в мультфильме по ограблению по-итальянски, когда этот Марио шел грабил банк. Что-то на это похоже. Поэтому, и мы понимаем, когда смотрим на этот Ближний Восток, понимаем, что Иран и нынешняя администрация хотят пойти на какую-то сделку, значит, это не нравится республиканской администрации, это не нравится Биньямину Нетаньяху, и поэтому вот происходит вот такого типа эскалация, да. Но до чего она дойдет, это уже другой вопрос, и это другая тема. Ну, отвечая на ваш вопрос по поводу президента Зеленского, он правильно это делает, и это соответствует, опять же, его той агрессивной нападающей такой наступательной внешней политики, потому что у него других вариантов нету. Его поставили в такие условия весь мир. Россия с одной стороны и коллективный Запад с другой стороны поставил его страну с 2014 года в такую ситуацию, что просто назад уже у них дороги нет. Поэтому, если вы хотите, чтобы президент Зеленский также с вами разговаривал на одном языке, хотя бы дайте ему возможность того, чтобы от этой пропасти Украина отошла бы. От этой пропасти это что такое? То есть ему назад дороги нет, поэтому вы ему не навязываете эти переговоры, он ни на какие переговоры не пойдет. На переговоры можно пойти только тогда, когда вы сделаете так, что Украина от этой пропасти отойдет. А от этой пропасти это что такое? Это значит, сделайте сильнее ее позицию на переговорном треке. И тогда, и это должны увидеть в той же России, и не только сегодня. То есть, сделайте так, чтобы Россия видела бы, что перспективу этого. То есть, ловить здесь больше нечего. Мы Украину в обиду не дадим. Поэтому, если это будет вот так, как это сделано, тогда это возможно. Но пока я тенденции к этому не вижу. В данную минуту я вижу только то, что они спекулируют как на российско-украинской тематике, так и на ближневосточной тематике. Они хотят дотянуть до конца президентской кампании. А уже потом они будут исходить из того, как дальше будут развиваться ситуации и на российско-украинском фронте, и на Ближнем Востоке. Но вы должны понимать, это их повестка дня, а у вас должна быть своя повестка дня. Да, господин Нунуций, также я вспоминал сегодня о том, что в России заявили, якобы ВСУ обстреляли атомную электростанцию в Курске, Курчатов город. Но уже наши источники 24 канала уже знают точно, что это неправда. ВСУ ничего не делали, и уже опровергли наши спецслужбы этот удар. Но хотел бы вас спросить о другом. Вот мы понимаем, что провокации, так как было на Каховской дамбе, Россия может делать. И сюда я вот вспоминаю ядерную доктрину, которую там менял Путин.
Господин Инус, насколько реально сейчас тот день, когда Путин решится на страшное? Или все же это просто запугивание, и Путин понимает все последствия, если он даст приказ стрелять ядерным оружием? Знаете, чем меньше в информационном поле Украины будут уделять этому внимания, тем многие поймут, насколько это является обычным блефом со стороны Кремля. Потому что чем сильнее на это реагируют на Западе, потом это приходит в ваше украинское информационное поле, тем более это эффективно действует на общественное мнение, на Западе в том числе. То, что последний раз поменялась эта доктрина, это целенаправленный пас в сторону президентской кампании и лично Дональда Трампа, который вечером того же дня использовал этот нарратив во время своего митинга. И он использовал Джей Ди Венс, пугая и говорил: если вы хотите Третьей мировой войны, ядерной войны, голосуйте за Камалу Харрис. Если вы хотите, чтобы ее не было, голосуйте за меня. Вот и все, потому что он ссылался на то, что озвучил президент России. А теперь мы должны посмотреть, что он озвучил и как поменялась ядерная доктрина той же России за последние 4 года. Да, последний раз они 4 года назад ее меняли. И по большому счету там ничего не поменялось. Если в основе стоит то, что ядерная доктрина, она правомочна и реализуемая, в первую очередь, когда есть угроза суверенитету, территориальной целостности России, то давайте посмотрим на Конституцию России современную и увидим, что там написано. И там написано с 2014 года, то есть, когда они аннексировали Крым и Донбасс, что это их территория. Потом, когда они придумали ДНР, ЛНР и все. Сейчас они еще добавили еще 2 области. Это все с их точки зрения, это территория России. Вы эту территорию с утра до вечера бомбите и делаете все для того, чтобы вернуть эту территорию в юрисдикцию той же Украины. А где же ядерная доктрина? Почему она не работает, ядерная доктрина России? Или между Курской областью и Крымом для них какая-то разница есть? Так пускай они изменения внесут в Конституцию России, и там напишут, что ядерная доктрина не распространяется на Крым и Донбасс, на Запорожскую, на Херсонскую область. То есть пускай они так это напишут, тогда будет понятно. Коль эта доктрина не работала тогда, на каком основании сегодня все думают, что это будет работать сегодня? Если он тогда этого не делал, почему сейчас это должен делать? Что изменилось? А ничего не изменилось, просто в Америке президентская кампания вышла на финишную прямую. Вот и все. Это простой ответ на ваш вопрос. Потому что применять ядерную бомбу ему не позволит не только США с Великобританией и та же Франция, да, то есть я имею в виду западный мир. Ему не позволит в первую очередь Китай с той же Индией, на которых он очень сильно рассчитывает. Потому что это им никому не нужно. Да это не нужно и самой России в том числе. Потому что это моментально, во-первых, поражение России в этой войне. Однозначно. Она и так проиграла, так скажем, стратегически, и она ничего политически из этой войны уже не получила и не получит. Но она может выйти с каким-то лицом, да, который даст возможность этой власти удержаться в кресле. Категорически это не после применения хотя бы даже тактического ядерного оружия. Потому что после применения тактического ядерного оружия, вы прекрасно понимаете, Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад сделают то, что говорил тот же Бернс и многие другие, которые уже озвучивали это и конфиденциально, и многие из них публично даже это озвучили, что может в результате этого произойти с российскими солдатами и вообще со всей этой военной кампанией. А зачем применять, если ты в результате этого не получишь того, что ты хотел бы получить? Потому что Украина сегодня, это не Япония с Хиросимой и Нагасаки. Хиросима и Нагасаки, она была и так поверженная. И на нее сбросить ядерную бомбу, и никто за нее не вступился. Тогда кто за нее мог вступиться? Никто. У нее не было никого. А Украина – это не Япония. И это однозначно, за ней будут стоять все те, которые сегодня собрались в этом Рамштайне уже 2,5 года и поддерживают Украину. Да, может, они не так поддерживают, как бы хотим, но они в любом случае в окопе находятся в одном с той же Украиной. И это будет пощечина не по Украине же, это будет пощечина по Соединенным Штатам Америки и по всему Западу. И не реагировать на это они просто не могут. И более того, и Китай, и Индия от этого будут открещиваться. И что тогда в России в результате этого получит? И ничего. Поэтому это обычные спекуляции на эту тему. Я могу вам сказать, что здесь, в Соединенных Штатах Америки,
это совершенно не воспринимается так, как это воспринималось 2,5 года тому назад. Сегодня вообще на это даже не реагируют. Ну, разве что обыватели, и которые слушают там внимательно того же Дональда Трампа и Джей Ди Венса. Да? Но это их электорат, им что хочешь говори, они будут верить им, поэтому это я считаю, что нереально в нынешней ситуации. Это вообще не только нынешняя ситуация. Я вообще не верю в то, что Третья мировая война начнется, потому что если будет Третья мировая война, она будет с применением ядерного оружия. А если она будет с применением ядерного оружия, это хорошо не будет никому, а плохо будет всем. Ну, спрашивается, кому это надо, когда вот такое взаимопроникновение Китая, Индии, той же России со всем этим миром, да? То есть, посмотрите на товарооборот. Ну, допустим, до этой российской агрессии, посмотрите, вот уже сколько санкций, 14 пакетов, да, как будто приняли, на какие триллионы, да, Россия торговала за последние 20 с лишним лет с той же Европой. А с Китаем на 1,5 триллиона, с Европой и Соединенными Штатами Америки. И если это взаимопроникновение так называемой демократии с так называемыми автократиями, ну, так, извиняюсь, во время Первой мировой войны такого проникновения вообще не было. И во время Второй мировой не было. И тогда не было и ядерного оружия. И поэтому были такие десятки миллионов жертв, да, и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. А сейчас такого просто не будет, потому что мир уже другой. Да, и сейчас есть предтеча Третьей мировой войны, но я думаю, она на уровне предтечи останется. Господин Нус, и, конечно же, так называемый мирный план Бразилии и Китая. Ну, вы уже отчасти ответили в начале нашего разговора, что никаких... вы сказали то, что официально говорит Украина. Никаких решений по Украине без Украины. И это нормально и правильно. Но хотел вот спросить вас другое, что придумали себе Китай с Бразилией план, где уже нет 12 пунктов, есть 6 пунктов, уже нет территориальной целостности Украины, государств, да, в принципе. И что интересно, каким образом Швейцария и Франция решили все-таки стать на сторону этого плана? Зачем? Чтобы что? Чтобы кому-то что-то довести. Потому что Швейцария всегда она нейтральна. Она даже там воды, грубо говоря, не даст, потому что она нейтральна. Франция якобы большой союзник. Вот вам Цезари, вот вам АМХ, вот вам Миреч 2000, но их пока нету. И здесь они поддерживают план, который категорически не поддерживает Украину. Ну, во-первых, касательно Швейцарии вы точно сказали, это нейтральная страна. Вот, касательно Франции, это вопрос ко многим вашим экспертам и профранцузски настроенным журналистам, которые с первого дня, как только Макрон что-нибудь ляпнет, и моментально трубили. Он же и войска собирался отправлять на украинский фронт, да, как вы помним. Поэтому на Макрона серьезно реагировать не надо. Это один из самых слабых президентов Украины за послевоенный период, это однозначно. Вот, и поэтому Макрон, опять же, тот был последний представитель коллективного Запада, который, я имею в виду тройку в первую очередь, да, который в нормандский формат входили, он даже до последнего общался с президентом России. Вот, поэтому их участие в этом формате, оно ничего не дает. Более того, и не только их участие, даже если кто-то еще другой может прийти, там, дать что-то публично, положительный какой-то комментарий по этому поводу, это однозначно. Ни саммит мира, в котором не будет Россия, не будет иметь никакого успеха, никакой саммит, который будет организовать кто-то другой, где не будет Украины, тоже не будет иметь успеха. Саммит мира, который может быть, это должен быть с участием Украины и России, но он возможен только тогда, когда реально на поле боя будет преимущество у одной стороны с позиции силы. Сегодня этой позиции силы ни у одной стороны нету. Даже если, несмотря на то, что Россия как будто бы удерживает оккупированные территории, Украина сегодня уже не 2014 года Украина и не Украина 2,5 года. Поэтому однозначно Украина не мальчик для питья. Президент Зеленский, я думаю, не тот человек, который даст кому-то право
как он публично это сказал, я такого права никому не делегировал. Это касается и президента Соединенных Штатов Америки, кто бы ни был он. Это касается и любого лидера европейской страны. Это касается и Китая, и Бразилии, и всех остальных, которые хотят на эту тему говорить. Если они хотят на эту тему говорить, они должны в первую очередь разговаривать с президентом Украины. Президент Украины озвучил свой план, которых не устраивает, многих тоже, и на Западе в том числе. Поэтому будет война продолжаться однозначно. Господин, у нас есть уже традиция, да, последний вопрос и последний блок. Мы говорим о Кавказе, Южном Кавказе. Хотел бы вас спросить следующее, потому что вот в предыдущий раз, предыдущий раз мы с вами говорили о том, что есть как мирные соглашения, а вот сейчас МИД Армении говорит, что у Азербайджана нет желания подписывать мирные соглашения. Вот это то, о чем мы с вами говорили, что не все пункты внесены, не все проговорено, потому что вот МИД Армении, цитирую, скажу следующее, что вот Армения не наблюдает у Азербайджана политической воли для того, чтобы подписать мирное соглашение между странами. При этом окончательный проект документа почти готов. Вот это хорошо, я вас благодарю, что вы уже который раз затрагиваете тему Южного Кавказа, постоянно затрагиваете, это очень важно для украинского зрителя, и чтобы это было важно в информационном поле Украины. Так же, как и ближневосточные темы, так же, как взаимоотношения Ирана, Израиля, потому что все эти географии в той или иной мере завязаны на той же России, а Россия сегодня совершила агрессию против Украины. Поэтому вам очень важно знать, что происходит в ближайшей географии вокруг вас. Вот. Теперь, что касается того, что озвучило Министерство иностранных дел Армении. В прошлый раз я вам говорил, что переговоры идут, и они друг друга отправляют, две стороны, разные варианты. Да? То есть, есть на столе варианты, и его обсуждают. На столе был документ из 18 пунктов. Вот. 18 пункт, один из пунктов, то есть 18 пункт, это был вот как раз-таки тема Зангезурского коридора. Азербайджан исходил из того, что сегодня эту тему можно не ставить в общий пакет, и взяли его в отдельный кейс, потому что там требуется разработать огромное количество вопросов, которые требуют на самом деле времени, да, и поэтому это можно отдельным кейсом также рассматривать. И если будут решены, в принципе, будет политическая воля и будет все решено, тогда этот вопрос однозначно получит свое логическое подтверждение. Поэтому Азербайджан согласился сделать тему Зангезурского коридора отдельным кейсом. И я не сомневаюсь, что этот кейс рано или поздно будет решен. Именно так, как вот сегодня работает дорога через территорию России в сторону Калининграда через страны Балтии, да, как вы знаете. То есть именно там соблюдается эта экстерриториальность. Даже по сегодняшний день, несмотря на агрессию России против Украины, да, несмотря на то, что в самом начале, если вы помните, хотели создать проблемы, но это международный документ, и приходится его соблюдать. Исходя из этого, естественно, Азербайджан согласился на то, чтобы это отдельным кейсом было. Я думаю, рано или поздно будет такой же статус у Зангезурского коридора между Азербайджаном и Арменией. Просто кто там будет, кроме Азербайджана и Армении, кто будет контролировать вот эту территорию, я имею в виду, там 44 километра на входе со стороны Азербайджана и на выходе в сторону Нахичевани. Да? То есть это Азербайджан, и это Азербайджан. Просто проходит это 44 километра по границе между Арменией и Ираном, да, с этой, там река Арас, с этой стороны Армении, с этой стороны Иран. То есть Иран хочет, чтобы это проходило с ее стороны, а это Армения хочет с ее стороны. Вот, и, хотя можно и с той стороны, и с этой стороны делать, никакой проблемы не может быть. И плюс никакое закрытие границы между Ираном и Арменией тоже не может быть. 21 год, да, мосты можно построить, и можно сверху создать и железную дорогу, и транспортные сообщения между той же Арменией и тем же Ираном. Просто нужна политическая воля. Да? Пока идут спекуляции на эту тему, потому что Запад не хочет, чтобы это проходило через Иран. Запад не хочет, чтобы там эту границу охраняли пограничники России. Армения тоже не хочет этого. Азербайджану до лампочки, кто там будет это охранять или кто там будет это делать. Самое главное, чтобы там статус был такой экстерриториальный. Сейчас тут разговор о том, что там какая-то, может быть, западная там, или швейцарская какая-то компания, которая будет обеспечивать вот это все. Ну, такого типа, вот как это, конечно, я на линии? Да, все хорошо.
да, такого типа, как это происходит вот на Калининградской вот этой самой дороге. Да? Поэтому это один вопрос. Кроме этого, 4 пункта, которые также взяли, я вам в прошлый раз говорил о них, и 2 из них очень важны. Первый – это изменение Конституции. И второй пункт, например, это то, что Минская группа ОБСЕ, Азербайджан предложил Армении обратиться вместе в ОБСЕ, чтобы эта группа вообще была закрыта. Да? То есть мы сами обратились в ОБСЕ. ОБСЕ это почти 30 лет тому назад создали эту структуру. Там были сопредседатели России, Франции, Соединенных Штатов Америки. И они вот 30 лет имитировали так называемые переговоры. Да? Ну, вот такого же типа, как ваши Минские соглашения. Да? Ну, теперь тема закрыта. Тема Карабаха закрыта, Карабах освобожден, суверенитет восстановлен. Сегодня азербайджанские войска находятся на границе, условной границе с Арменией. Значит, нужен мирный договор с Арменией, делимитация, демаркация, открытие всех коммуникаций. Все эти 5 пунктов Организации Объединенных Наций. Армения тоже говорит, вроде бы да. И это вот эти 80% согласованных текстов, да, это 13 пунктов. И теперь, значит, что хочет Армения? Армения вместе с Соединенными Штатами Америки, я имею в виду нынешней администрации, демократической, проармянской, они спешат это сделать до завершения срока нынешней администрации. Потому что я не уверен, если завтра придет Дональд Трамп и республиканская администрация, ситуация на 180 градусов может поменяться и в этой тематике точно так же. Напоминаю, Вторая Карабахская война началась при Дональде Трампе. Ему до лампочки проблемы Армении и армянского лобби в Калифорнии. Потому что они поддерживают демократическую партию всегда, и им поэтому не интересуются этой тематикой вообще. И поэтому ему до лампочки и Азербайджан, и Армения. Но его такая позиция, она выгодна тому же Азербайджану, потому что он не вмешивается сюда, не давит ни на Азербайджан, ни на Армению в том числе. Занимайтесь, разбирайтесь сами. Вот мы и разобрались сами. Но нынешняя администрация, наоборот, она вмешивается, она хочет вмешаться. Поэтому ей нужна какая-то бумага в срочном порядке, которая даст хотя бы какой-то момент для того, чтобы они могли, ну, вот как типа вот ногой зашли туда, да, что завтра мы можем дальше присутствовать в роли модератора, в роли посредника, тем более, если они останутся у власти. Да и можем под этим соусом продолжать спекулировать там на тему возвращения там армянского населения в Карабах, спекулировать, да, давить каким-то рычагом влияния на тот же Азербайджан. И Азербайджан говорит, а зачем мне это надо? Зачем нам это надо? Они ждут, они боятся прихода Трампа. Азербайджан говорит, а нам все равно. Вы останетесь или завтра придет Дональд Трамп. У нас конкретное требование – поменяйте Конституцию. Потому что если вы поменяете Конституцию сегодня или внесете хотя бы какой-нибудь пункт туда, который четко будет прописан о том, что в преамбуле Декларации о независимости Армении, там четко написано, да, что Карабах является неотъемлемой частью Армении. Они приняли это 30 с лишним лет тому назад, когда разваливался Советский Союз, когда они объявляли о независимости Армении. Да? И так Азербайджан говорит, поменяйте это. А они не меняют по сегодняшний день. Говорят, это поменяем в 2027 году. Надо будет референдум проводить туда. А зачем референдум проводить? У вас большинство в парламенте. Парламентом тогда принимали эту декларацию. И парламентом можете сегодня же ее отменить. Даже я вам такой пример скажу. Вот смотрите. Недавно принимали регламент по поводу делимитации приграничных территорий, да, то есть делимитация границы между Арменией и Азербайджаном. Согласились 2 стороны, и этот регламент дать на утверждение парламентам, а потом, так сказать, получить резолюцию Конституционного суда. И Азербайджана, и Армении. Так вот, Конституционный суд Армении позавчера принимает решение, вроде как будто лояльно, говорящее о том, что декларация дает эту возможность. Да? И тут вся Армения, ну, я имею в виду все оппоненты нынешнего режима, они пришли, говорят, декларация не дает такой возможности. Конституционный суд превысил свои полномочия и так далее. Это только касательно вот этой тематики. А если это будет касаться мирного договора? Завтра этот Конституционный суд поменяют, новый придет, они примут совершенно другое решение. А закон не должен иметь обратной силы. Закон должен приниматься раз и навсегда и на века. И это должен быть международный документ, который в конечном итоге будет утвержден в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Да? Чтобы это было законом для всех. Чтобы никто после этого не заводил бы шарманку о том, что мы сегодня не можем, а лет через 20, через 30 новое поколение придет, мы снова заведем эту шарманку про этот Карабах, Миацом и то, что вот они делали 30 лет тому назад. Да? Надо однозначно так фундамент заложить этой тематики, чтобы другим повадно не было. Да? И вот Азербайджан требует именно этого. Азербайджан больше ничего другого не требует. Так они специально это делают так, чтобы показать, что Азербайджан не хочет. Азербайджан как может подписывать это?
Однозначно президент Азербайджана уже сколько времени, после Второй Карабахской войны, когда она закончилась, когда, и более того, когда вот уже в Ханкенде мы установили флаг, вот я имею в виду, в сентябре прошлого года, да, уже ровно год прошел, за этот год уже сотни раз, и он говорил, и все члены его команды на самом высоком уровне подчеркивали, Конституция Армении не будет изменена, вот эта преамбула не будет изменена, никакого подписания мирного договора не может быть. Мы же каждый раз, а они говорят, Азербайджан не хочет этого. Ну, конечно, Азербайджан не хочет этого, потому что у вас в Конституции это написано. А они предлагают, а мы готовы к этому. Они знаете, что предлагают? Вот эти 13 пунктов, которые, ну, не такие существенные, да, где нет самого ключевого вопроса. Потому что за что Азербайджан с Арменией 30 лет воюет? За что они 30 лет воюют? Именно воюют конкретно за тему Карабаха, да, было? Именно мы за этого. Только вы, исходя из этого, мы теперь ее вернули военным путем, а вы не хотите теперь сдавать это политическим путем. Поэтому они выступают против ликвидации Минской группы ОБСЕ. Потому что Минская группа ОБСЕ создана специально для урегулирования конфликтов на Горном Карабахе. И в их понимании, если эта Минская группа ОБСЕ сохранится, значит тема Карабаха сохранится. А раз тема Карабаха сохранится, значит мы можем спекулировать этой темой на тех западных площадках, где у нас сильные позиции. По Франции, в Европарламенте, в Конгрессе США. И будем таким образом давить на Азербайджан. Азербайджану это надо, категорически не надо. Поэтому Азербайджан выступает против Минской группы ОБСЕ. Мы на земле этот вопрос решили. Мы хотим это решить в политической плоскости. А армяне, наоборот, хотят сохранить это в политической плоскости для того, чтобы лет через 10, лет через 20, через 50, не знаю когда, они надеются на то, что представится возможность решить этот вопрос и военным путем. Вот когда Советский Союз разваливался, вот тогда это началось. Они таким же образом сейчас рассчитывают именно на это. Они же видят, что в мире что творится, какая геополитическая ситуация. Сегодня не получается, завтра. Но сегодня мы должны сделать так, чтобы политически это осталось бы. Чтобы какая-то такая узенькая линия, да, какой-то просвет в этой тематике должен быть. Вот поэтому они и занимаются такой эквилибристикой на словах. И думают, это никто не понимает в азербайджанском обществе. В Азербайджане это все прекрасно читают, потому что мы все и мониторим ваше общество, ваше выступление, все средства массовой информации. Мы знаем изнутри барометр армянского общества. Барометр армянского общества в массе своей не согласен с тем, что произошло. Они просто не знают, что делать. Поэтому они думают, ну давайте мы сейчас поступим очень хитро. Мы оставим политическую лазейку для будущего, а сегодня обезопасим себя от возможных, так сказать, дополнительных каких-то потерь. И еще они занимаются уже поставками оружия, то с Франции, то с Индии, то оттуда. То есть они будут этим готовиться. Да? Азербайджанский президент открытым текстом вот на днях сказал, выступая в парламенте Азербайджана, мы об этом все знаем. И если только на границе с Арменией, на территории Армении, подчеркиваю, да, появится что-то такое, что будет угрожать реально Азербайджану, Азербайджан превентивно в рамках международного права, о котором говорил и президент Зеленский, которым во всем мире говорят, что то, что Украина делает на прифронтовой, на приграничной территории с Россией, это в рамках международного права. Да? Они хотят обезопасить внутреннюю территорию Украины. Это международное право. Так и Азербайджан это будет делать. И президент Азербайджана открыто об этом сказал. Кстати, во время 44-дневной войны с территории Армении, там вот в районе Джермука, вон там, оттуда были пусковые установки. И они их пускали не на территорию Карабаха, где шла война, а в сторону Гянджи, в сторону Берды. Это вообще далеко находится от зоны военных действий. По гражданским городам. И погибали там люди. Азербайджан уничтожил эти пусковые установки моментально на территории Армении. И Азербайджан это сделал во время Второй Карабахской войны. Он это сделает и сегодня, и завтра, если возникнет в этом необходимость. То есть Азербайджан исходит из принципа, который я регулярно также подчеркиваю. Он все знают этот принцип. Хочешь мира, готовься к войне. Решать Армении. Они хотят мира или они хотят войны. Пускай они принимают решение. Господин, спасибо вам за этот разговор, как всегда. Спасибо большое, что вы все расставляете все акценты. И мы с вами уже так традиционно говорим о блоках. Да? Украина, Соединенные Штаты Америки, Кавказ и Ближний Восток. Спасибо большое вам. Дякую, до побачення. Слава Україні. Героям слава. Мене звати Ігор Гаврищак. Ви ж не забувайте обов'язково ставити лайки, підписуватись, коментувати і ділитися нашою розмовою. Це важливо, знову ж таки повторюсь, тому що так працюють алгоритми Ютуба, і таким чином більше людей зможе побачити, подивитися і зрозуміти, що відбувається в цьому світі, звичайно ж, у війні окупаційній Росії в Україні. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось з вами в ефірі 24 каналу.